Здравствуйте, дорогие любители вязания! Вот такой невероятный узор я хочу вам сегодня предложить. Посмотрите, какой он шикарный, сказочно красивый. И это узор я делаю по просьбе нашей подписчицы Людмилы Шапира. Она написала в комментариях на ютубе, что в интернете есть такая кофточка, которая называется «Венецианские окна». И было бы здорово, если бы вы связали узоры к этой кофточке. Я ничего не слышала, не видела, ни про какие венецианские окна. Я полезла в интернет, и к своему стыду я увидела, что это модель из журнала Хитоми Шида. Смотрите, невероятная красота, уникальный микс узоров, просто музейный экспонат. И я увидела, что у нас есть мастер-класс по вязанию узора каймы низа этой модели. Это узор номер 222 из книги Хитоми Шида «250 узоров». Ссылку на него я оставлю под видео. Об этом узоре я скажу отдельно. Это самый сложный узор из этой модели. Остальные попроще. Еще узор на груди и на рукавах тоже там немножко сложнее. Но я вас уверяю, если вы свяжете вот этот узор, разберетесь, как его вязать, то все остальные для вас не покажутся трудными, и вы легко их свяжете. Ну и еще несколько резинок. Мы тоже вязали, вот кто вяжет с нами японские узоры, тот уже знает, видит просто, что мы вязали такие элементы, мы вязали похожие резинки, но я уже пообещала, что я свяжу узоры, только получится, что я не буду вязать все узоры в одном мастер-классе, вы же понимаете. Я просто сделаю несколько мастер-классов по вязанию узоров к этой кофточке. Вот, наконец-то я что-то сказала быстро и путнее. Ну, а сегодня мы с вами свяжем самый сложный узор. Вот такой красивенный. Давайте мы по схеме пройдемся. Я связала здесь один элемент, вот этот вот ажурный. Им просто я, чтобы уже был красивый образец, связала по краю вот такие еще дорожки. Все элементы на фоне изнаночной глади. И по краям я сделала крупный жемчужный узор, чтобы узор не заворачивался, чтобы такая красота уже достойная показать его, этот узор. Давайте посмотрим на схему. Сразу я вам скажу то, что я всегда говорю, когда мы разбираем японские схемы. Все условные обозначения на схеме показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. Это означает, что по этим схемам удобно вязать по кругу. Это схемы для кругового вязания. Все ряды на ней показаны как лицевые. При поворотном вязании, как мы сейчас будем с вами вязать, мы будем лицевые ряды вязать по схеме, читая ее справа налево, а изнаночные ряды мы уже поворачиваем работу и читаем схему слева направо. И вот показано под схемой пустая клеточка – это изнаночная петля на лицевой стороне, и в изнаночном ряду пустую клеточку мы будем вязать лицевой петлей, как лицевую петлю. Это что касается всех японских, да и азиатских схем. И вот что касается именно вот этого фрагмента, здесь показано, что вот 3 петли мы вяжем до раппорта, они не входят в раппорт узора. И раппорт узора составляет 28 петель. И мы с вами свяжем сейчас вот этот фрагмент. 28 плюс 3 это получается 31 петля в ширину и 52 ряда в высоту. Вот здесь у меня связано. Но я облегчу задачу. Вот этот ажурный элемент, его раппорт в высоту составляет 4 ряда. Первые 2 ряда мы вяжем один раз, они не входят в раппорт узора. Далее мы вяжем с 3 по 6 ряд 4 ряда. И потом еще 4 раза они повторяются. Мы не будем вот повторять. Мы с вами свяжем с 1 по 6 ряд.
Да, и далее, ну, далее уже я буду рассказывать. Самое главное, здесь все легко, все повторяется. И самое вот трудное, самое главное, как сделать вот эти наклоны. Вот такой красивый купол. Или как это сказать? Ну вот да, венецианское окно. Вот что я забыла вам сказать, я тоже всегда это говорю. У Хитоми Шида всегда первый ряд показан как лицевые петли. Может быть, это наборный ряд, кто-то мне говорил, что это просто наборный ряд. Но раз это уже нумеруется, что это первый ряд показан, значит, это все-таки не наборный ряд. Я всегда первый ряд вяжу как второй, чтобы не путаться, и на узор это не влияет, а вязать легче. Итак, набираем на спице 33 петли вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. И провязываем 2 установочных ряда. Первый лицевой установочный ряд, 3 изнаночных, это петли перед раппортом. Все, я это сказала один раз, я больше не буду говорить, что петли перед раппортом. Вам видно, где раппорт начинается, и я буду говорить общее количество петель. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных, 15 лицевых, далее 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая и 3 изнаночных до конца ряда. Второй изнаночный установочный ряд мы провязываем петли по рисунку. По рисунку это значит, мы петли вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы провязываем лицевыми, изнаночные изнаночными. Большинство рядов в этом узоре провязываются в изнаночных рядах. Большинство изнаночных рядов провязываются по рисунку с небольшими нюансами. Поэтому я вам немножко объясню, а потом с вами провяжу несколько изнаночных рядов, а потом вы будете вязать их самостоятельно. Провязали 2 установочных ряда, начинаем вязать узор. Третий лицевой ряд. 3 изнаночных, лицевая скрещенная, я вяжу бабушкиными петлями, и лицевую петлю я вяжу вот так за заднюю стенку. А лицевую скрещенную петлю подхватить за заднюю стенку, развернуть и вот так провязать. Видите, петля развернулась, скрещенная петля связалась. Далее 1 лицевая и снова лицевая скрещенная. Кто вяжет классическим способом, у того петля вот так вот расположена. И лицевую петлю провязывают вот так, за переднюю, да, классическую. А лицевую скрещенную при классическом способе подхватывают тоже сзади. Вот так. Ну, я вяжу бабкиными. Далее будет 2 изнаночных. Затем 3 петли нужно провязать особым образом. У Хитоми Шида это называется узелок. Накидываем 3-ю петлю на 1-ю и 2-ю. Провязываем лицевую, делаем накид и провязываем лицевую петлю. Вот так вот 3 петли провязываем особым образом. Дальше я буду просто говорить узелок, вяжем из 3 петель, и уже не буду говорить, что накидываем там и все такое. Потом 1 лицевая, и так еще повторяем. 3-я петля накидывается на 1-ю и 2-ю, лицевая, накид, лицевая. Узелок из 3 петель провязали. 1 лицевая петля. Снова вяжем узелок из 3 петель.
1 лицевая и еще раз узелок из 3 петель. Всего мы провязали 4 узелка. Далее будет у нас 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная. 3 изнаночных до конца ряда. В 4 изнаночном ряду петли мы провязываем по рисунку. Только где мы вяжем лицевые скрещенные петли, вот у нас дорожка будет из лицевых скрещенных, и здесь мы будем в изнаночном ряду вязать их изнаночными скрещенными. Я вот с вами провяжу пару рядов, а потом уже вы поймете, вы будете вязать самостоятельно. 4 изнаночный ряд, 3 лицевые. Вот у нас дорожка из лицевых скрещенных петель. Вяжем изнаночную скрещенную. Я изнаночную петлю вяжу вот так, а изнаночную скрещенную подхватываем петлю сзади и провязываем ее изнаночной. Она у нас на лицевой стороне провязалась лицевой скрещенной. Затем простая лицевая петля и снова изнаночная скрещенная. Далее будет 2 лицевых, 15 изнаночных. Накиды вяжем изнаночными здесь. Две лицевые и снова изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 3 лицевые в конце ряда. Вот в этих дорожках между лицевыми скрещенными петлями на лицевой стороне вяжется простая лицевая. И с изнаночной стороны между изнаночными скрещенными тоже вяжется простая лицевая петля. То есть петля платочной вязки. На лицевой и изнаночной стороне она всегда будет вязаться лицевой петлей. 5 лицевой ряд, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, простая лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Далее 2 лицевых, узелок из 3 петель, лицевая, накид, лицевая, 1 лицевая петля, снова узелок из 3 петель, 1 лицевая и 3 узелок из 3 петель, накид, лицевая, 2 лицевые. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, простая лицевая, лицевая скрещенная, 3 изнаночных. В 4 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку, только где вязали лицевые скрещенные петли, мы будем вязать их изнаночными скрещенными. Вот мы дошли. Если вы сомневаетесь, как провязать петлю, посмотрите на лицевую сторону. Эти петли лицевые скрещенные уже хорошо видно на лицевой стороне, чтобы вам не ошибиться. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Далее петли по рисунку, 2 лицевых, 15 изнаночных. Две лицевых и изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых. Теперь смотрим. Первые 2 ряда я не считаю. Вот мы провязали 4 ряда узора с 3 по 6 ряд. И теперь с 7 по 10 ряд, с 11 по 14, с 15 по 18, с 19 по 22 мы будем вязать точно так же
То есть еще 4 раза мы провяжем по 4 ряда, вот точно так же, как вязали сейчас. Я не буду это провязывать. Конечно, я могу сейчас остановить видео, провязать еще эти ряды, но я не вижу смысла, мне просто жаль время. Вот так вот. По 22 ряд вы провяжете, и вот получится, вот, что вы остановитесь вот здесь. Вот эти 4 узелка уже будут в 23 ряду вязаться. Итак, мы представили, что мы провязали до 22 ряда и вяжем 23 лицевой ряд. Он у нас будет вязаться точно так же, как мы вязали 3 ряд. Давайте быстренько провяжем. 3 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, узелок на 3 петлях, 1 лицевая, узелок на 3 петлях, 1 лицевая, снова узелок на 3 петлях, 1 лицевая и узелок на 3 петлях. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, лицевая петля, лицевая скрещенная, 3 изнаночных в конце ряда. 24 изнаночный ряд, вяжем петли по рисунку, только где мы вязали лицевые скрещенные петли, мы будем вязать их изнаночными скрещенными. Вот так. Давайте уже самостоятельно изнаночные ряды будем провязывать. 25 лицевой ряд, 3 изнаночных. Теперь 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Следующие 2 петли снова перекрещиваем влево, первую петлю оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 1 изнаночная, 2 лицевых, узелок на 3 петлях, 1 лицевая, узелок на 3 петлях, 1 лицевая, узелок на 3 петлях, 2 лицевых. Затем 1 изнаночная и 2 петли перекрещиваем в правую сторону. Первую петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Следующие 2 петли снова перекрещиваем вправо, оставляем первую петлю за работой, провязываем лицевую скрещенную и петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Три изнаночных в конце ряда. Начали мы закруглять вот дорожки из лицевых скрещенных петель. Здесь у нас уже прибавилось по 1 петле лицевой скрещенной. И в изнаночном ряду мы вяжем петли по рисунку, только где вязали лицевые скрещенные, будем вязать изнаночные скрещенные. Итак, это 26 изнаночный ряд. Давайте вместе провяжем. 3 лицевые, 2 изнаночные скрещенные, 1 лицевая, 1 изнаночная скрещенная,
1 лицевая, 15 изнаночных. Далее лицевая, изнаночная, скрещенная. Лицевая, 2 изнаночных скрещенных, 3 лицевых. 27 лицевой ряд. 2 изнаночных. 2 петли перекрещиваем вправо. Оставляем 1 петлю за работой. Провязываем лицевую скрещенную. Петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Провязываем лицевую скрещенную. Петлю, оставленную перед работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. И снова 2 петли перекрещиваем влево. 1 петля перед работой. Провязываем 1 изнаночную. Петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее узелок на 3 петлях, лицевая, узелок на 3 петлях, лицевая, узелок на 3 петлях, лицевая и еще 1 узелок. Затем 2 петли перекрещиваем в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. 2 петли перекрещиваем снова в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, вяжем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, тоже вяжем лицевой скрещенной. Так. И 2 петли перекрещиваем в левую сторону. 1 петлю оставляем перед работой, провязываем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, мы вяжем лицевой скрещенной. И у нас будет 2 изнаночных в конце ряда. 28 изнаночный ряд. Ну, давайте еще раз вместе с вами пропишу. Вяжем по рисунку, только где вязали лицевые скрещенные, вяжем изнаночные скрещенные. 2 лицевые, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, 2 изнаночных скрещенных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 15 изнаночных. Изнаночная скрещенная, лицевая, 2 изнаночных скрещенных, лицевая, изнаночная скрещенная, 2 лицевых. Двадцать 29 лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Вот обратите внимание, дальше у нас снова идет дорожка из лицевых скрещенных петель, но между ними теперь будет в лицевом ряду изнаночная петля провязываться. Затем 2 петли перекрещиваем влево, 1 петля перед работой, провязываем изнаночную, петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной. И еще раз так повторяем. Петля перед работой, вяжем 1 изнаночную, петлю перед работой вяжем лицевой скрещенной. Затем у нас будет лицевая петля, узелок на 3 петлях.
Лицевая петля, узелок на 3 петлях. Лицевая петля, узелок на 3 петлях. И 1 лицевая. 2 петли перекрещиваем вправо, 1 петлю оставляем за работой. Вяжем лицевую скрещенную. Петлю оставленную за работой вяжем изнаночные. И повторяем так еще раз. Петля за работой, вяжем лицевую скрещенную. Петлю за работой вяжем, оставленную за работой вяжем изнаночные. Затем у нас будет лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. 2 изнаночных в конце ряда. В 30 изнаночном ряду, давайте провяжу еще с вами изнаночный ряд, кто боится запутаться. Это получается 30 изнаночный ряд. 2 лицевые, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. Сомневаетесь, загляните на лицевую сторону. Далее будет 13 изнаночных. Так, 13. И вяжем изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная. 2 лицевых в конце ряда. 31 лицевой ряд. 2 изнаночные, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. Затем берем дополнительную спицу и 3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночные и петли с дополнительной спицы мы провязываем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Затем 1 лицевая, узелок на 3 петлях. 1 лицевая, узелок на 3 петлях. 1 лицевая. Далее берем дополнительную спицу, оставляем 2 петельки на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, лицевую скрещенную. Петли с дополнительной спицы провязываем изнаночными. Далее у нас будет 1 изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. В 32 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, и соответственно по краям узора изнаночные петли мы вяжем изнаночными скрещенными. Давайте уже самостоятельно. Проверяйте себя по лицевой стороне. 33 лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем 5 лицевых. Три изнаночных.
3 петли оставляем на дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночных, петли с дополнительной спицы, провязываем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее у нас будет 1 лицевая, узелок на 3 петлях, 1 лицевая. И 5 петель перекрещиваем в правую сторону. 2 петли оставляем за работой на дополнительной спице. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную. И петли с дополнительной спицы вяжем изнаночными. Затем у нас будет 3 изнаночных и 5 лицевых. Тридцать четвёртый изнаночный ряд. 10 лицевых. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 5 изнаночных, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 10 лицевых. Тридцать пятый лицевой ряд. 1 лицевая, делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Снова делаем накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Далее будет 5 изнаночных. Перекрещиваем 5 петель влево. 3 петли оставляем перед работой на дополнительной спице. Провязываем 2 изнаночных. Петли с дополнительной спицы вяжем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее у нас будет 1 лицевая и 5 петель перекрещиваем в правую сторону. 2 петли за работой. Вяжем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Петли, оставленные за работой, вяжем изнаночными. Затем у нас будет 5 изнаночных. Одна лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 36 изнаночный ряд, 12 лицевых. Изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, простая изнаночная, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная и 12 лицевых до конца ряда.
Смотрите, какая красота получается. Я очень надеюсь, что вам понятно. 37 лицевой ряд. 5 лицевых. 7 изнаночных. Берем дополнительную спицу, оставляем 3 петли на дополнительной спице перед работой. Следующую петлю оставляем на другой дополнительной спице перед работой. Провязываем 2 изнаночных, 1 лицевую. Петлю с дополнительной спицы, со второй дополнительной спицы провязываем изнаночной. И петли с первой дополнительной спицы провязываем 1 лицевая, 2 изнаночных. Далее будет 7 изнаночных, 5 лицевых. Тридцать восьмой изнаночный ряд провязываем 1 изнаночную, 1 лицевую, изнаночная, лицевая, изнаночная петля, 9 лицевых, изнаночная, лицевая, изнаночная, 9 лицевых. Далее будет изнаночная, лицевая, изнаночная и 2 лицевых. 39 лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая, скрещенная, 1 изнаночная, лицевая, скрещенная, 21 изнаночная. Затем лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная. Провязали 39 ряд. Смотрим внимательно на схему. 40 лицевой ряд, 41 изнаночный и 42 лицевой ряд мы вяжем петли по рисунку. Только в лицевых рядах мы в дорожках вяжем лицевые скрещенные петли, в изнаночных рядах мы будем вязать их изнаночными скрещенными. Давайте провяжем самостоятельно эти 3 ряда. Провязали самостоятельно 3 ряда, вот так должно получиться. Сорок третий лицевой ряд, 2 изнаночных. Далее 5 петель нужно перекрестить влево. Я вот без дополнительной спицы. 3 петли оставляем перед работой. Провязываем лицевую скрещенную. Вот у нас была изнаночная петля, значит лицевую скрещенную мы вяжем изнаночную петлю за заднюю стенку. Лицевая скрещенная, изнаночная. И петли, оставленные перед работой с дополнительной спицы, провязываем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее 17 изнаночных.
Затем 5 петель перекрещиваем в правую сторону. Оставляем 2 петли за работой. Можно на дополнительную спицу. Можно поменять местами. И провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, лицевую скрещенную. И петли, оставленные за работой, мы провязываем изнаночная и лицевая скрещенная. Затем у нас будет 1 изнаночная и 1 лицевая скрещенная. В 44-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, только где вязали лицевые скрещенные, мы будем вязать изнаночные скрещенные. Давайте самостоятельно. Смотрите на схему, смотрите на лицевую сторону образца, и все понятно. Я надеюсь. 45-й лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 5 петель перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, петли, оставленные перед работой, вяжем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее 13 изнаночных, и 5 петель перекрещиваем в правую сторону. Возьму дополнительную спицу, 2 оставляем, 2 петли на дополнительной спице за работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную. Петли с дополнительной спицы провязываем, изнаночная, лицевая скрещенная. И далее у нас будет 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная. В 46-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, только где вязали лицевые скрещенные, вяжем изнаночные скрещенные. В 47-й лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. 5 петель перекрещиваем в левую сторону, 3 оставляем перед работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную петлю, и петли, оставленные перед работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную. Далее будет 9 изнаночных. И перекрещиваем 5 петель в правую сторону. 2 оставляем за работой. Провязываем лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную. Петли, оставленные за работой, провязываем 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная. И далее чередуем изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. По краям образца мы уже переходим на резинку 1 на 1 с лицевыми скрещенными петлями. И в 48-м изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Изнаночные петли мы вяжем изнаночными скрещенными. 49-й лицевой ряд. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Снова 5 петель перекрещиваем влево, 3 оставляем перед работой, провязываем
лицевую скрещенную, изнаночную. И петли, оставленные перед работой, провязываем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Далее будет 5 изнаночных. И перекрещиваем 5 петель вправо, 2 оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную, и петли, оставленные за работой, вяжем 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная. И далее чередуем до конца ряда: изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. В 50 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Изнаночные петли мы здесь провязываем изнаночными скрещенными. 51 лицевой ряд. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. Перекрещиваем 5 петель в левую сторону, 3 перед работой. Далее будет лицевая скрещенная, изнаночная, и петли перед работой включаем в резинку 1 на 1, лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная. Затем у нас будет изнаночная петля, и 5 петель перекрещиваем в правую сторону. Возьму спицу, 2 оставляем петли на дополнительной спице за работой, вяжем лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную. Петли, оставленные за работой, провязываем 1 изнаночная, 1 лицевая скрещенная. И до конца ряда чередуем изнаночную, лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную, изнаночную, лицевую скрещенную. В 52 изнаночном ряду провязываем уже петли по рисунку. Здесь у нас получается резинка 1 на 1, изнаночная скрещенная, лицевая. Чередуем так до конца ряда. Ну все, на этом мы закончим. По схеме там узор продолжается дальше, естественно, схема для кофточки. Но я уже говорила, связав этот образец, вам дальше уже будет понятно, как вязать дальше. Итак, любуемся красотой. Давайте скажем спасибо Людмиле Шапира за идею мастер-класса. Ставьте лайки, если вам понравился этот узор, если вообще вам понравилась эта кофточка. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.